Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие существенные ключевые события произошли, что ждать от рынков сегодня в первой половине дня. Куда пойдет доллар, евро, нефть, золото, рубль и другие активы. Так, друзья, вот в телеграм-канал я опубликовал календарик событий на сегодня. По Китаю вышла достаточно хорошая статистика, деловая активность в секторе услуг. И у нас сегодня ключевые данные: уровень безработицы ЕС в 12 часов, в 15:00 краткосрочный прогноз на рынках энергоносителей, в 5 часов опять рынок труда США будет нас беспокоить, и потом вечером в 7 часов статистика по России, то, что затрагивает инфляции. Ну, смотрите, вот на Финаме интересная статья на этот счет, почему Банк России перешел к ужесточению политики. Ну, здесь вот детально описано, что движет, почему это происходит, и, соответственно, что ожидается в течение года повышение процентной ставки, и уже 5% будет в первом полугодии ключевая ставка. Соответственно, ожидание 23 апреля и потом через квартал, что будет поднято на 0,25%, я на самом деле предполагаю, что возможно в апреле и на 0,5% поднимут. Это связано с тем, что риск инфляции уже очень стал велик. Ну и соответственно действия Центробанка, они связаны с тем, что по мнению ЦБ отскок экономики происходит вполне адекватно, опасаются перегрева, взвинчивания инфляции, и поэтому такой вот тихой сапой они начали постепенно ставочку подкручивать. Ну и вот ключевой момент, что один из факторов является менее глубокое падение ВВП в 2020 году и рост, который опережает запланированные темпы. Почему я думаю, что в апреле возможно повышение на 0,5%, а не на 0,25%, но на 0,25% вероятность того, что ставку повысит, она очень велика. На 0,5% могут повысить в связи с тем, что конец апреля он чреват раскрытием геополитических рисков, там послание президента и так далее. Вот. И поэтому здесь, конечно, ЦБ может сделать какой-то очень сильный ход. Так, ну вот еще такой момент. Доля иностранцев в госдолге в России упала до уровня 6-летней давности. Ну, здесь, конечно же, геополитические риски, и здесь та же инфляция, она, в общем-то, делает не таким интересным получение реального дохода от вложений в ОФЗ. Ну, вот эта тенденция, с моей точки зрения, она очень печальная и неприятная, потому что, как показывает практика, житие всех развитых стран, самое выгодное для экспорта — это, конечно же, идеи, технологии и долг. Если у вас не покупают ваш долг, то значит вы продаете что-то другое, что менее выгодно для вас. Так, друзья, ну давайте посмотрим индекс RGBI, месячный таймфрейм. Вот у нас давно был обозначен сильный уровень, который 145,3. Как мы видим, предыдущий месяц был удар в этот уровень, его пробитие, но сейчас все колебание RGBI идет в районе вот этого сильного уровня. Да, сейчас масса информации по поводу того, что рубль будет ослабляться. Это логичный ход с той точки зрения, что растут геополитические риски, и для того, чтобы стимулировать так называемое импортозамещение. Но, обращаю внимание, те же СОТ СФТС, они указывают на то, что американские спекулянты делают в ближайшее время ставку на то, что рубль не будет катастрофически ослабляться. Они даже наоборот его набирают в лонг, ожидая, что рубль будет укрепляться. Кроме того, вот этот вот весенне-летний период до начала августа с большей степенью вероятности здесь не было никаких негативных движений по рублю. Я никого не призываю, в общем-то, все бросить и перевести в рубли, в рублевые активы, но текущие обстоятельства указывают на то, что, возможно, геополитические риски, они не раскроются. И поэтому, конечно, то, что в рублях, его лучше так или иначе хеджировать долларами или евро. Ну, например, через фьючерсы. Итак, месячный таймфрейм RGBI. Здесь очень важный момент, который связан с тем, что от текущих значений RGBI может отбиться от этого сильного уровня и пойти к вот этой фиолетовой линии, которая находится на 152,5. Вот этого события не произойдет, если движение
под сильный уровень будет продолжаться и происходит пробитие значения 142,3. Ну, вы, наверное, резонно скажете, вот сильный уровень пробит, все, он должен валиться. Ну, во-первых, это месячный таймфрейм, и здесь вот это движение, оно более размыто. Если смотреть, конечно, по неделькам, на понедельке вот он залег на сильный уровень. И по дневке, да, здесь был пробой, несколько дней поторговались, но потом он выскочил и залег на вот это донышко. Поэтому в текущих обстоятельствах здесь, если не пойдет в ближайшее время пробой уровня и добитие 144, то здесь вполне логично ожидать, что отсюда возникнет разворотная формация. Ну, исходя из дневного таймфрейма, у нее цель движения будет 148,5. Соответственно, если такое движение происходит, то это позитив для рубля против доллара и против евро. Да, я понимаю, немножко страшно, потому что есть геополитические риски, особенно ситуация на Донбассе, которая эскалируется. И, по-моему, там слишком много интересантов в этом вопросе, чтобы его просто так отпустить. Вот. Но, тем не менее, график RGBI показывает на то, что с рублем ничего страшного в ближайшее время не произойдет. Так, друзья, ну вот меня спрашивают, почему перестали рассматривать позиции на форце ежедневно. Ну, там у меня были определенные вопросы. Когда у меня вопросов в части корреляции и зависимости нет, то я непременно, если есть возможность, я эту информацию до вас доношу и буду доносить. Но вот сейчас, на текущий момент, исходя из того, что произошло по индексу РТС, ожидание того, что фьючерс отскочит и будет расти в первой половине дня. Сбербанк. Здесь также ставка на то, что Сбербанк будет расти. ВТБ аналогично. По ВТБ делают ставку на продолжение банкета, роста ВТБ. Единственное, конечно, фьючерс на ВТБ, он менее ликвиден и менее показателен, нежели чем аналогичные фьючерсы по Сбербанку и Газпрому. Так, Газпром, здесь также ставка на отскок и рост Газпрома. Норильский никель, здесь ставка на рост норильского никеля, но она пока какая-то не очень уверенная. Сишка, он же рубль-доллар, ставка на то, что доллар будет к рублю расти. Обращаю внимание, что вот эта диспозиция, она чаще всего срабатывает именно в начале дня. Евро-рубль, ставка на рост евро против рубля. Так, евро-доллар, вот здесь интересно, здесь очень сильная ставка на то, что евро против доллара будет расти. Нефть, а вот здесь ставка на то, что нефть будет проседать. Ну и здесь как раз вполне как бы логичная диспозиция, потому что ставка на рост валют против рубля и ставка на проседание нефти. А золото, по золоту ясности нету, но здесь, наверное, по золоту будет движение к нижней границе консолидации, ну в район 1725-1721. Серебро, здесь ситуация аналогичная с золотом, движение к нижней границе. Друзья, обращаю внимание, это не есть абсолютная закономерность, это статистически наиболее вероятное движение в сторону изменения позиции юридических лиц, но это не значит, что это всегда таким образом срабатывает на 100%. Так, американские десятилетние трежерис, здесь на сегодня пока позитивная динамика, ну то есть они снижаются, и таким образом для рынков это плюс. Так, далее Китай, дневной таймфрейм, по Китаю негативная динамика сегодня по китайскому индексу, но опять же, видите, он пришел на сильный уровень, на верхнюю границу вот этой проторговочки. И поэтому, ну, с одной стороны, это определенный негатив, то, что Китай так просел, с другой стороны, ничего критичного здесь не произошло. Сюда, если он не возвращается, то наиболее вероятный сценарий – это рост и тестирование вот этого сильного уровня. Так, друзья, далее S&P, SFD на фьючерс S&P, но здесь он пытается сегодня скорректироваться, откатиться, но тут у меня уже нету никакой уверенности, что это сегодня произойдет, судя по стремительному движению. Возможно, сегодня будут какие-то новости в США по поводу мер выделения различных траншей помощи ковидной, от ковидной. И, соответственно, здесь, ну, ракета и есть ракета. Пока явного не будет сигнала на разворот, говорить о том, что он сейчас там будет падать, и, я думаю, нецелесообразно. Тем более здесь уже, как бы я неоднократно наблюдал, что при кажущейся логичности коррекционного отката он все равно продолжает движение наверх.
Ну, с ракетой, как правило, практика показывает, спорить смысла нету. Летит и летит. Но здесь у нас, соответственно, сильный уровень это 4000, 3980. Вот если этот уровень в результате коррекционных откатов не пробивается, это будет говорить о том, что есть еще порох в пороховнице и рост будет продолжаться до того момента, пока хватит денег. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, пробитие 92,5 так и не произошло. Вот он немножко поколол и остановился. И вот сейчас ситуация очень интересная, потому что если вот этого пробития не будет и уверенного движения в район 91,9, это будет означать, что вся эта конструкция это была обманка перед рывком на 94. Так, далее VIX, тоже дневной таймфрейм, но здесь у нас проторговочка в новом открытом диапазоне 17,3, 18,6. То есть сейчас как раз находимся в тех условиях, когда закрытие до ковидного гэпа произошло. Ну и я не исключаю, что здесь горят синим пламенем хедж-фонды, которые сделали ставку на то, что будет отскок по волатильности и движение на 32. Но вот в этом-то и заключается все коварство рынка, что вроде бы до этого год исправно ходили, спускались на 21-23, потом отскакивали в район 30-42, но в том-то и есть весь нюанс рынка, что каждый раз все делается по-новому. То есть так, чтобы всегда железно повторялось, такого не бывает. Отскакивали, и здесь, ну, я вообще предполагаю, что здесь просто будет более сильный задерг, и потом отсюда выход. И причем этот выход может быть очень стремительный. Но с другой стороны, на текущий момент сейчас никаких сигналов на разворот и резкий рост ВИКСа пока не поступает. И поэтому здесь его можно использовать как индикатор, что пока ничего страшного не происходит, все полны эйфории и оптимизма. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Здесь Индия с Латинской Америкой на пару ужас-ужас понатворила. Соответственно, вчера мы увидели пробой, ложный пробой пока 62,5. Движение на 60 пока развития не получило. И, соответственно, у нас сегодня по нефти идет попытка отбоя от 62,5, удержания вот этого нового диапазона 61,2, 62,5 и попытка отскочить, чтобы сходить на 64,8. Переходя на часовой таймфрейм, здесь у нас произошла в ночи попытка разворота ранним утром. И здесь что примечательно, вот это движение оно должно завершиться уходом на 62,15, 62,1. При этом, если здесь не возникает пробоя 61,8, то вот здесь вот должен произойти выкуп, консолидация и отсюда отскок, цель которого 63,8. На текущий момент вот это движение, если оно идет не вниз на 61,1, а если идет задерг вверх с пробитием 63,15, 63,2, то, соответственно, здесь досрочно развернется движение, цель которого будет 63,8, 63,9. Поэтому по нефти сейчас я предполагаю движение на 62,15, но если пойдет задерг наверх с пробоем 63,15, 63,2, то, соответственно, вот этот сценарий движения сюда отменится и будет сразу задерг на 63,8. На самом деле здесь, даже если наиболее вероятный сценарий движения сюда реализуется и не будет пробоя 61,8, то весьма вероятно здесь все будет выкуплено и мы во второй половине дня пойдем наверх. Ну и соответственно повторный добой вот этого значения приведет к движению на 60. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Но здесь вот пока ставки юриков на проседание золота не оправдались, здесь идет рост. Исходя вот из дневного таймфрейма, все готово для того, чтобы сегодня сходить на 1754 и потом, возможно, на 1766. Вот сюда вот эти две цели у золота в ближайшее время весьма вероятно будут отыграны. Ну и, соответственно, сбой этого сценария, если происходит коррекционный откат и пробитие 1721, давно знакомый нам уровень. Часовой график, здесь также идет движение наверх, так же как и по дневке, никаких раскорреляций нету.
И тот же уровень 1721, пробитие которого это движение будет ломать и переводить либо в неопределенность, либо в движение на 1700. А на текущий момент по золоту более вероятно это движение в район 1752-1754, с моей точки зрения. Но прежде чем выполнить фазу этого движения, оно может консолидироваться, то есть здесь сейчас может произойти коррекционный разворот и движение с целью 1722-1736, походить какое-то время в этом диапазоне. Ну и критерий того, что консолидации здесь не будет, а пойдет неотвратимый рост на 1754, это пробой 1738. Вот здесь вот, если сейчас идем на объеме пробиваем, наиболее вероятно дальше движение будет усиливаться. Так, друзья, далее евро-доллар, дневной таймфрейм. Ну смотрите, 1,1790 мы пробили. И, соответственно, вот эта формация, это по сути наиболее вероятно, это разворот тренда. То есть мы сначала у нас росло евро, доллар падал, потом внезапно начал расти доллар, евро падать. И сейчас вот эта точка, она наиболее вероятно в ближайшее время послужит основанием для коррекционного отскока. Но для евро задача вернуться на 1,2. Критерий того, что этот разворот произойдет, это то, что в течение ближайших 2 недель не будет повторного возврата и добития 1,1702. По 4-часовику у нас здесь попытка коррекционного отката и разворота. Ну и вот эта формация, которая здесь возникла, у нее на самом деле цель движения находится вот здесь, в районе 1,1750. Данный сценарий движения сегодня реализуется, если будет пробитие 1,1790 сильного уровня. Если мы пробиваем, то сегодня-завтра весьма вероятно произойдет коррекционное движение в этот диапазон. Если мы удерживаем сильный уровень, то соответственно у нас здесь сейчас должна быть консолидация. И после того, как она завершится, нас ждет движение наверх. Вот есть цель, которая здесь сформирована, это 1,1920. Если переходить на часовик, то здесь у нас картина следующая. В течение ближайшего времени, если не будет пробития диапазона 1,1793, 1,1790, то вот эта формация, она превращается в движение с целью потестить 1,1822. И в случае его пробития уже сегодня будет движение на 1,1854. По часовику вот этот откат, который здесь произошел, он сломан, и сейчас пойдет движение по евро-доллару наверх. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной график. Замерли мы вот в этом волшебном консолидационном диапазоне. Ну, он на самом деле чуть покороче, 76,2, 76,75. Я вам до этого показывал сейчас график RGBI. То есть там весьма вероятно произошел разворот. В РБК пошли страшные статьи о том, что иностранцы убежали из госдолга. Но обычно такие события, они друг на друга накладываются и являются предвестниками точки разворота. Ну, не обязательно РБК, может быть какая-то другая пресса. Она вот, когда начинает нагнетать и освещать какой-то вопрос в подобном ключе, это часто предшествует тому, что происходит слом тренда. Итак, друзья, по дневному таймфрейму у нас в паре рубль-доллар возникла неопределенность. Дальше он пока не пошел расти доллар. И сейчас вот здесь произошло торможение в районе уровня 76,2-76,5. И поэтому в ближайшие дни мы увидим с вами, как эта ситуация разрешится. Исходя из часового таймфрейма, движение наверх не остановилось. На сегодня цель движения находится на 76, 65, 76,6 и 7. Соответственно, это движение сейчас продолжится, если будет пробитие значения 76, 45, 76,5 вот этого диапазончика. Если мы его пробиваем на объеме, то очень быстро можем сходить вот сюда. А вот здесь уже посмотрим. Здесь, если будет снижение объема, то пойдет возврат в рамках вот этой консолидации к сильному уровню. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Юрики сделали ставку на его отскок. Дневной таймфрейм указывает, что у нас сегодня весьма вероятно движение на 146 произойдет. Это движение не произойдет, если мы
сейчас в ближайшее время получаем пробой 142 тысячи. Ну и переходя на часовой таймфрейм, здесь у нас на текущий момент произошел разворот. И сейчас, как только движение развивается и происходит пробитие 143 800, 144 вот этого диапазона, у нас отсюда сразу возникает импульс движения, цель которого будет, ну, сначала 144 500, а скорее всего 145 тысяч. Если мы сегодня здесь закрепимся, то у нас отсюда цель движения, импульс будет на 146 400. Ну и, соответственно, не срабатывает этот сценарий, если идет коррекционный откат и пробитие 142. Так, друзья, далее Сбербанк, дневной таймфрейм. Юрики сделали ставку на то, что будет отскок по Сберу и движение на 296, ну хотя бы 294. Дневной график, смотрите, да, здесь разворотная формация, и мы по законам жанра должны пойти в район 282-280. Но юрики круто вложились на отскок. Поэтому, если с утра не пойдет добитие 287, то, соответственно, действительно здесь этот уровень устоял, 288,8. И мы сегодня с утра получим возвратное движение, цель которого 294-296. Если сейчас возникает пробой этого значения, то следующая цель, где его ловить, это 282 либо 280. Так, друзья, далее ГМК, Норильский никель, дневной таймфрейм. Здесь у нас идет сейчас на самом деле консолидация. И эта консолидация, она приведет к пробою 24100 и ухода на 26 тысяч. Это произойдет, если не будет коррекционного отката с пробитием 23 тысячи. Да, здесь вот начали рисоваться формации, которые указывают на то, что весьма вероятно возврат вот сюда, вот в этот диапазон. Но пока 23 мы уверенно не пробьем, все вот эти движения вниз будут выкупаться, и он будет отскакивать и стрелять наверх. Так, друзья, далее Газпром. Здесь красивая картина, исходя из которой, если мы сегодня с утра не пробиваем 223 в результате коррекционного отката, то у нас на сегодня первая цель движения 228. И дальше, если мы здесь начинаем торговаться, задерживаться, отскок на 232. Вот сюда вот. Соответственно, пробой этого диапазончика уведет нас искать донышко на 220-219,5. И если 219,5 не устоит, то тогда следующая точка остановки будет либо 214,5, либо скорее всего 208,5. Пока здесь в большей степени указание на вероятность отскока. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание. Успешных торгов. До свидания.